В огромном бизнес-центре города Сильвер-Сити проходил роскошный прием для инвесторов и партнеров. На крыше небоскреба звучала живая музыка, официанты разносили шампанское и дорогие закуски. Все внимание гостей было приковано к Амелии Грант, молодой и амбициозной владелице международной корпорации. Ей было чуть за 30, и она уже слыла женщиной, привыкшей побеждать. В белом костюме, уверенная и безупречная, Амелия легко общалась с влиятельными людьми, улыбаясь и поддерживая нужный тон беседы. Вечер шел идеально, пока она не решила показать гостям новый подарок самой себе – роскошный спорткар. На стоянке у небоскреба стоял сияющий Астон Мартин, редкая модель, вызывающая зависть у многих. Амелия подошла, вставила ключ и повернула его, ожидая, что мотор взревет, но двигатель молчал. Несколько попыток, лишь тихое щелканье. Гости начали перешептываться, а на лице Амелии проступило раздражение. Она приказала вызвать механика. Через 20 минут к стоянке подъехал старый фургон. Из него вышел высокий мужчина по имени Маркус, в рабочей форме, с ящиком инструментов в руках. Его спокойствие резко контрастировало с гламурной публикой. Амелия хотела обернуть неловкость в шутку и громко, чтобы все слышали, бросила фразу, что если он оживит двигатель прямо здесь, то она выйдет за него замуж. Смех и аплодисменты заполнили воздух, гости ждали зрелища. Но Маркус не улыбнулся. Он просто кивнул и молча открыл капот. Наступила тишина. Его движения были точными, уверенными. Он проверил контакты, свечи, топливную систему. Все делал спокойно и сосредоточенно. Толпа постепенно смолкла. Даже Амелия, стоявшая в стороне, почувствовала, как ее уверенность уходит. В нем было что-то, чего не купишь за деньги, внутренняя сила и уважение к делу. Через несколько минут он выпрямился и попросил попробовать завести. Амелия села за руль, повернула ключ, мотор ожил. Громкий рев прокатился по стоянке, и люди зааплодировали. Ее неловкая шутка обернулась настоящим триумфом для механика. Амелия чувствовала, как пылают щеки. Она привыкла, что внимание всегда достается ей, но сейчас весь вечер принадлежал другому. Маркус стоял спокойно, вытирая руки. Он не требовал награды, не ждал признания, просто сделал свою работу. Его сдержанность произвела большее впечатление, чем любые речи. Тогда Амелия подошла к нему и впервые за долгое время искренне поблагодарила человека не за услугу, а за урок. Она поняла, что сила не в том, чтобы смеяться над другими, а в умении уважать тех, кто делает свое дело с честью. Позже, когда гости разошлись, она снова подошла к Маркусу и предложила ему сотрудничество, не из жалости, а из признания его таланта. Но он отказался, сказав, что у него есть своя мастерская, и он хочет оставаться там, где нужен людям. Эти простые слова поразили Амелию сильнее любых сделок. Она смотрела, как он уезжает в своем старом фургоне, и понимала, этот вечер изменил ее больше, чем все бизнес-успехи вместе. Сила не в роскоши и не в власти. Настоящая сила в достоинстве, которое не зависит от положения. На стоянке, где еще недавно царила неловкость, теперь звучал ровный гул мотора, напоминание о том, что уважение дороже денег, а уроки, преподанные случайными людьми, остаются с нами навсегда.